Этрополе. Древний город расположен у подножья центральных Балканских гор в живописной долине реки Малык-Искыр. Город может похвастаться богатым историческим прошлым, но сегодня мы здесь проездом, а потому углубляться в историю мы не станем. Но вот на сам населенный пункт аккуратненько посмотрим, хотя бы одним глазочком. Уютный небольшой балканский городок лично меня очень заворожил своей красотой. Не знаю, как вы, но я просто обожаю такие населенные пункты. Невысокая жилая застройка, старые здания, а самое главное – умопомрачительный вид. Куда ни глянь, со всех сторон Этрополе опоясывают заснеженные пики Исполинских гор. Любоваться такой красотой я могу просто часами. Город определенно закрепил себя в моем списке посещений. Быть может, однажды я к нему еще вернусь, но уже в теплое время года. 3 самых посещаемых туристических объекта города, которые по совместительству считаются достоянием всей страны и внесены в список 100 национальных туристических объектов Болгарии. Это исторический музей, монастырь Святой Троицы и Часовая башня. Начнем знакомство с конца списка. Часовая башня построена в городе Этрополе в 1710 году. Является одной из самых старинных в Болгарии. Башня высотой 20 метров построена из речного камня и известнякового туфа. Первоначально она использовалась как смотровая и оборонная башня. Позже, в 1821 году, получила новое назначение, когда местный житель Дида, кто бы он ни был, присоединил к ней часовой механизм, используя колокол, взятый с местной разрушенной церкви. Исторический музей размещается в старинном особняке, в котором в эпоху османского владычества находился департамент полиции. Но музей явно не мой конек, поэтому усложнять рассказ музейными экспонатами я не стану. Ну вот, а в 3-ю локацию из топ-списка, монастырь Святая Троица, мы обязательно заглянем. Но сделаем это уже утром, а пока нам нужно выбрать место для ночлега и подкрепиться ужином в преддверии увлекательного путешествия. С отелем мне в этот раз также повезло. Такое хорошенькое место не грех и похвалить. Отель Этрополия расположен в центре города, в пешей доступности от всех достопримечательностей. Причем, когда я говорю про центр, то буквально его и имею в виду. Ну вот, сами посмотрите. Вот отель, а вот в 20 метрах местная мэрия. На территории отеля есть современная охраняемая парковка. Для постояльцев она бесплатная. Можно смело оставлять там машину и отправляться в пешую прогулку. Очень даже удобненько, особенно если учесть, что Этрополия расположена непосредственно посередине пешеходной зоны города. Отель оказался свеженьким, комфортным, с приятным интерьером. По этажам курсирует современный лифт, а сами этажи оснащены широкими холлами с удобными диванчиками. Персонал в отеле очень вежливый и внимательный. В штате есть сотрудники, говорящие на английском, русском и украинском языках. Номер также порадовал. Большой, светлый и просторный. А еще он был оборудован немаленьким балконом с крайне пристойным видом на город. Отдельный плюсик поставлю за удобную кровать. Выспалась отлично. Как раз то, что нужно перед активным днем. Правда, не обошлось в номере и без одного курьеза. Очень необычно расположен телевизор. Самое удобное место у меня, судя по всему. Говорит, можно позвать телевизор? Можно, только не включать. Телевизор я не смотрю, так что такое дизайнерское решение восприняла с улыбкой. С учетом того, что отель произвел на меня положительное впечатление, то на ужин я не стала изобретать велосипед и отправилась в местный ресторан. Нет. Здравствуйте. Тут тоже все было на уровне. Столики установлены не тесно, по вечерам играет живая музыка. Доверившись рекомендациям персонала, я заказала форель, которую ловят в местной реке, и не прогадала. Свежайшая рыбка просто таяла во рту, особенно под беленькое сухое. Should I
а с завтраком все оказалось еще проще. Он входил в стоимость проживания. Поэтому, чтобы не мучиться, мы просто заказали себе по одному блюду каждого варианта из предложенных и устроили себе мини-шведский стол. В общем, выселяться из отеля мне не сильно хотелось, но, похоже, сама судьба звала меня в путь. От отеля до первой нашей пещеры оставалось всего 60 километров. Но прежде чем отправиться к ней, я решила посетить еще одну удивительную природную достопримечательность – Этропольский водопад. Он находится всего в 5 километрах от города, поэтому было бы непростительно упустить такую возможность. Доехать непосредственно до водопада у вас не получится. Асфальтная дорога не доведет вас до локации буквально несколько сот метров и закончится у стен монастыря Святой Троицы. Я монастыри не очень люблю, но в этот решила заглянуть. Нужно же разобраться, за что его включили в топ-100 достопримечательностей. Не знаю, как он будет смотреться весной, но вот зимой выглядит нереально красиво. Как будто пряничный домик, который сверху аккуратненько посыпали сахарной пудрой. Есть в нем что-то особенное, совершенно не похож на классические храмы. Разглядывая его с воздуха, мне постоянно не отпускало то чувство, словно это не реальный объект, а творение кисти художника, который аккуратными мазками нанес монастырь на белоснежный холст. Конечно, Святая Троица не блещет какими-то особыми архитектурными изысками. До храмов Софии или Пловдива ему далеко. Но насколько же гармонично он смотрится на этом горном уступе. Этропольский монастырь Святая Троица был построен на северном склоне горы Черниверх. Благодаря расположению на возвышенности с его башен открывается потрясающий вид на окраины. Кстати, в монастыре можно заночевать. Он предлагает туристам комфортные условия. Конечно, плазмы здесь не будет, но вот средненькую комнатку с санузлом и душем арендовать вполне реально. You're someone I used to know, but nobody said it'd be easy. But maybe I should've known. One more drink to swallow it down. I gotta get you out of my mind. But nobody said it was easy. Maybe I should've known. Но на меня, само собой, больше всего произвело впечатление другая изюминка этого места, которая, заприметив нас, просто ринулась навстречу судьбе, стремя голову. Вы только взгляните на это милейшее создание с окрасом под стать монастыря. Очень ласковый и гостеприимный мурчащий хозяин. Ну а дети от знакомства просто остались в восторге. Гладь. У монастыря имеется и другая живность – полноценный постоялый двор. Ну а за территорией обустроена небольшая зона отдыха, беседка и площадка для гостей с детками. Красивое сочетание цветов, правда? И судя по тому, что из снега выстроена крепость, а местами видны следы снежных баталий, туристы с малышами сюда наведаются довольно часто. Обойдя монастырь, ну или выйдя через задние деревянные ворота, узкая тропинка проведет нас через многовековой буковый лес и в течение нескольких минут приведет к водопаду. В зимний период будьте аккуратны, тропа довольно скользкая из-за снега и угла наклона. Лучше смотреть под ноги, иначе корни, которые в летнее время служат вам ступеньками, в зимнее время могут сыграть с вами злую шутку. Поручни, конечно, имеются, но особого доверия они не внушали. Пару минут героической борьбы с лесной тропой, и взору открывается потрясающее обледеневшее чудо. Если вы прибыли сюда весной, то застали бы водопад примерно в таком виде. Ну а зимой он выглядит еще интересней. Знакомьтесь,
Этропольский водопад Воровитец. Согласитесь, сказочное зрелище. Я очень люблю водопады и стараюсь не упускать возможности посещать их в путешествии. Правда, вот зимой никогда раньше не бывало, хотя всегда хотелось. Ну что ж, похоже, теперь еще один гештальт закрыт. Водопад Воровитец представляет собой широкую, прозрачную, богато сложенную и приятно журчащую водную завесу, которая зимой за счет отрицательной температуры воздуха обрастает целым каскадом сосулек всевозможного калибра. Удивительный замерзший водопад притаился в живописном ущелье Этропольских гор. Он относится к категории невысоких каскадных. Высота этого красавца всего 15 метров, но своим изяществом он легко может засунуть за пояс многих более именитых своих собратьев. Свисающие огромные сосульки создают потрясающее зрелище, как будто ледяная клетка посреди владений снежной королевы из детских сказок. Возле водопада имеется небольшая пещерка, благодаря которой можно попасть на его обратную сторону и посмотреть на лес через призму прозрачного ручья. Воровитец – крутая, красивая и несложная для посещения локация. Даже дети были в восторге от увиденного. Обилие сосулек вокруг здорово повеселило их и позволило устроить настоящую ледяную битву. А какие фоточки у нас тут получились! Просто загляденье. Сам источник, который питает водопад, образован ручьем под названием Монастырский Дол и находится в 300-400 метрах отсюда. При желании воду из источника можно попробовать или набрать с собой. Для этого тут обустроена небольшая поилка. В ручейке, кстати, жизнь кипит полным ходом. Речная форель стайками пролетала взад-вперед во время всей нашей прогулки. Похоже, я знаю, где местный ресторан пополняет запасы свежей рыбки. Форель в ручейке, вот такая вот. В целом, все окрестности монастыря – это настоящий природный заповедник. Отсюда начинается множество лесных троп. Вокруг раскиданы пещеры и другие водопады. Так что если вы приедете сюда в теплое время года, то можете остаться здесь подольше. Ну а я вынужден отправляться в путь, нас же еще пещеры ждут.